Наконец-то февраль, который постепенно подходит к своему концу, заиграл для нас новыми красками с апдейтом до версии 4.3.0, который стал доступен с очередным оперативным обновлением. С одной стороны, он вызвал некоторый ажиотаж среди игроков, но с другой стороны, Konami не соврали, сказав о том, что он будет небольшим. В общем-то, именно об этом обновлении и предлагаю поговорить. Ваше же мнение буду ждать в комментариях под этим роликом, также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Не так давно мы с моими друзьями из PlayRock объявили о проведении конкурса, где любой желающий, перейдя по моей реферальной ссылке, мог выиграть 1000 рублей. И спешим отметить, что награда нашла своего победителя. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Откровением сегодняшнего обновления стала даже не столько бразильская компания, сколько подписание нового амбассадора, о котором вообще ни слуху, ни духу. Тем не менее, несмотря на это, я все же надеялся на то, что Konami решатся на этот шаг, что они додумаются это сделать. Ламин Ямаль стал новым партнером eFootball. С одной стороны, логичный шаг, а с другой стороны, при наличии такого конкурента, как EA Sports с их FK25, удивительно, что именно Konami удалось забрать Ямала в свой состав. Таким образом, он присоединяется к уже имеющейся когорте из других футболистов. Неймар, Месси, Суарес и другие ребята. И сопроводили все это дело Konami достаточно интересным трейлером. Конечно, там звучат достаточно банальные вопросы, но тем не менее визуализировано все очень даже здорово. И впервые с момента своего летнего появления в Showtime наборе, не принимая во внимание бесплатную карточку, появление в команде недели, Ламин Ямаль получил свою новую донатную карточку, а именно эпическую версию в новом эпическом паке, который состоит из 2 эпиков и одного бигтайма, а именно Неймара. Судя по всему, Konami совсем обнаглели и решили потихоньку выпускать тройку MSN в виде бигтаймовских карточек. Первым был Месси в паке MSN, теперь у нас Неймар, и я вообще не удивлюсь, если рано или поздно появится бигтаймовский Суарес, как раз таки не с головой молотом, а с какими-нибудь координированными ударами. Но факт остается фактом, новый эпический пак посвящен новому навыку, который появился в игре после обновления, и связан он непосредственно с дриблингом и ускорением футболистов. Помимо Ямаля и Неймара в этом паке присутствуют, кто бы вы думали, конечно же, Такефуса Куба. Что интересно, для новой бигтаймовской версии Неймара добавили новую модельку фейса, в то время как у предыдущей эпической карточки, по-моему, использовался реюз одной из старых моделек, которая уже фигурировала на одной из карточек. Ну и, естественно, как-то ни странно, приподняли циферки в некоторых моментах. Вторым знаковым событием сегодняшнего обновления, наверное, можно назвать возвращение Байера в игру после полугодичного отсутствия. Достаточно поздно спохватились Konami, учитывая, что за все это время у Байера, вроде не было как таковых отношений с электрониками, они решили вновь попытать счастье с немцами. И вроде как удачно. Команда вернулась с официальным логотипом, с официальным составом и реальными формами. Также в комьюнити ходят разговоры о их стадионе, что он рано или поздно должен появиться, но я никакой конкретики со стороны Konami об этом не видел, поэтому утверждать наверняка не могу. А поэтому в ближайшее время я думаю, что мы сможем наблюдать игроков Байера в каких-нибудь шоу-таймовских наборах, или как-то ни странно в паках команда недели, Флориан Виртц, Фримпонг, Бонифейс, Гримальдо и другие ребята пока что из чемпионской команды. На самом деле приятное подписание, которое также вызвало ажиотаж среди игроков за сутки до апдейта, и смотря на все это, конечно, хотелось бы такого побольше. С новым обновлением Konami также не прошли мимо того, чтобы добавить для футболистов их реальные фейсы. Таким образом, фейсами обзавелись игроки наподобие Мармуша, который получил свою первую карточку в рамках команды недели. Что самое интересное, Матвей Сафонов. Наверное, это первый российский футболист, который получил свой реальный геймфейс за последние лет 5, наверное, поскольку у Мирончука, Кузяева фейсы были еще со времен Пески. Новый апдейт, новое пополнение эпических игроков, и здесь не все так радужно, что ли, на самом деле, потому что, казалось бы, новые эпики
Америки, но новые они со скобочками, потому что это все те же самые фамилии. Бекхэм, Скоулс, Фигу, Тоти, Кафу, Пирло, Матеус, Райкард, Гуллет, Тюрам, Алонсо, Коллер, Давид Вилья, Снейдер. То есть это все те же самые ребята, которые даже не так давно фигурировали в паках в рамках 25-й части. Единственным пополнением разве что стал вот непосредственно Ламин Ямаль и, по-моему, пара-тройка азиатов. Не то ли японцев, не то ли китайцев, ну, в общем-то, не европейцев и даже не южноамериканцев. Вместе с Байером у нас также вернулся и Хаби Алонсо, прекраснейший тренер для любителей быстрой контратаки. На мой скромный взгляд, один из самых лучших, да и в принципе самых распространенных тренеров в игре. И если вы начали играть не так давно и не застали его предыдущий пак, то, конечно же, рекомендую брать его в свою команду. По сравнению с предыдущей его версией, ему добавили дополнительный игровой стиль. Если у первого Хаби Алонсо был только один играбельный стиль, то у нового их уже целых два. Конечно, получается какой-то вот контраст между быстрой контратакой, где быстро-быстро раз-раз-раз, и владением, где водокат, неторопливый темп игры, но что имеем, то имеем. Как и было ожидаемо, с новым оперативным обновлением стартовала и бразильская компания, которая привнесла с собой пару-тройку монеточек, новую форму, и в понедельник мы увидим эпический пак с бразильскими игроками Зика, Ромарио и Дэнилсоном. Зика и Ромарио являются одними из самых сильнейших игроков в eFootball с универсальными модельками и приятными циферками, а здесь им еще и навыков подкинули. Ну и, конечно же, куда же без Дэнилсона. На этот раз ничего плохого про него я не скажу, но как-то не странно, на фоне Зика и Ромарио, естественно, он выглядит куда менее привлекательно, хоть и не без своих плюсов. Также добавили селекционный пак с игроками Байера, так сказать, чтобы в лишний раз отпраздновать их возвращение в игру. Лишняя возможность для всех желающих обзавестись моделькой Вирса в своей команде или Джонатана Та. Может быть, по цифрам они не дотягивают до своих шоутаймовских версий, но, тем не менее, индивидуальность их моделек это все равно не отменяет. Ну и как было ожидаемо, в игре появился премиум пак с игроками Мюнхенской Баварии. Также не совсем понятно, каким образом связаны эти две вещи, но в рамках кампании, связанной с праздником Рамадан, в игре также появился новый пак с игроками Баварии, по аналогии с тем, что было с игроками Арсенала. В частности, это непривычные позиции для знакомых нам футболеров. В частности, у Кимиха это, по-моему, фланговый нападающий, у Кима это центральный нападающий, в то время как у Алисе и Мусиалы это карточки центрбэков. Непонятно зачем, почему, но это в игре присутствует, и каждый желающий может забрать эти карточки, чтобы по итогу пустить их на поинты. В комментариях пишите, как вам данное обновление, успело ли оно вас порадовать, или же вы ожидали чего-то большего, несмотря на слова Konami о том, что обновление планируется небольшим. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч! Yep.